Всех приветствую на канале. В данном видеоуроке будем вязать косметичку. Она у меня будет двухцветная, хотя в принципе ее можно будет связать и одного цвета, это как вы пожелаете. Так, для работы нам понадобится шнур, у меня это Caramel Baby 2 миллиметра, маркер, необходимо будет молния 20 сантиметров, но в наличии у меня не оказалось, поэтому только в конце видео покажу, какую я приобрела и как ее будем вшивать. Так, и крючок номер 3. Узор у нас будет с цветами, поэтому не переключайтесь, очень интересно. Кстати, узор подойдет также для вязания не только косметички, сумочки, мини-сумочки для телефона, а также для одежды, для пледа, для чего угодно. Итак, начнем вязать с этого цвета. Оставляем изначально хвостик сантиметров 45. Где-то, я думаю, что хватит, потому что мы набирать будем эластичным способом, чтобы посередине нашей косметички, нашего овала такого небольшого, не было никаких отверстий. Вот хвостик. Вот так вот накидываем. Внизу хвостик, здесь основная нить. И смотрите, что делаем. Накидываем хвостик. Основной нитью провязываем. Подтянули немного. Накидываем. Провязываем. Это те же воздушные петли, только для того, чтобы когда вы вяжете овал, когда вы вяжете дно сумочки, у вас не было посерединке никаких отверстий. Мне таким способом больше всего нравится набирать петли. Итак, смотрите, легко считать. Нам необходимо набрать 37 воздушных петель. Так, у нас здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Итак, набираем далее. Нам надо 37. Итак, у вас 37 воздушных петель, набранных эластичным способом. Вот такой небольшой хвостик. Набираем 3 воздушные петли. Это первый столбик у нас с накидом. И далее под каждую косичку, заодно ввязывая хвостик, мы провязываем столбики с одним накидом. Делаем такое донышко. Вот смотрите, тут с другой стороны остается еще косичка, чтобы провязывать с обратной стороны. Когда хвостик останется, в принципе, не такой большой, его можно обрезать и подпаять зажигалкой. Так как это полиэфирный шнур, используем зажигалочку. Все, и далее провязываем по одному столбику с накидом, пока не дойдем до вершины. Покажу, как вязать вершинку. Итак, дошли до вершины, и вот сюда в вершину мы провязываем 3 столбика с накидом. И разворачиваем наше вязание и вяжем по противоположной стороне. 2, 3 и начинаем вязать далее. Видите, тут как раз вот оставались у нас такие косички. Мы вяжем, образуя такой вот овал, дно нашей косметички. Смотрите, какая получается середина без отверстий. Вяжем, и я вам только покажу еще, как мы в конце будем делать, как будем закрывать этот первый ряд. Итак, смотрите, когда вы провязали по противоположной стороне все столбики, кроме вот этих вот 3 воздушных петель, нам еще вот в это отверстие надо довязать 2 столбика с одним накидом, потому что первый столбик округления у нас уже есть, с обратной стороны мы 3 столбика провязывали. Здесь один есть, поэтому один провязали и еще один довязываем. Заходим 1, 2, 3 в третью петлю первого столбика
И соединительной петлей вот так вот мы закрыли ряд. И теперь, если считать, считаем именно вот эти вот наши косички, ну, с другой стороны, это количество столбиков у нас должно быть 78. То есть у меня количество петель делится на 6, потому что я далее буду провязывать цветы, чтобы они равномерно располагались на моей косметичке. Поэтому, ну, вы тоже так смотрите, если у вас это будет сумочка или что-то другое, то есть чтобы делилось на 6, на 8, то есть и цветы располагать можно и на другом расстоянии. Так, в принципе, ну, маркером я маркер брала. Ладно, будем обозначать хотя бы начало ряда. Сейчас второй ряд мы провяжем без каких-либо прибавок. Начало ряда 3 воздушные петли. Третью поставим маркер, чтобы видно было начало ряда. Провяжем второй ряд без каких-либо прибавок, просто 78 столбиков с одним накидом. И уже с третьего ряда мы начнем с вами вязать цветы. Я покажу, как это делается. Сейчас просто второй ряд, не делая никаких прибавок, мы провязываем столбики с одним накидом. Итак, довязываем второй ряд. Просчитайте обязательно, чтобы у вас было именно 78 столбиков. Вот видите, где провязываю последний. Вот эти 3 воздушные петли, это мой первый столбик. Вот таким вот образом. Закрываем наш ряд в третью воздушную петлю, то есть вершину нашего первого столбика, соединительной петлей провязываю 3 воздушные петли, начало следующего ряда. Смотрите, если удобно, отмечайте, неудобно, тогда маркер просто нам и не нужен. И так как я уже говорила, что 78 хорошо у нас делится на 6, это получится у нас 13 элементов. То есть мы будем вязать цветы. Цветы вы можете вязать этим же цветом, но я решила усложнить себе задачу, и цветы у меня будут вот такие. По-моему, так немножко интереснее даже будет. Что мы делаем? Мы провязываем, вот первый столбик у нас есть, вяжем второй столбик, третий, четвертый, пятый. Только пятый мы уже закрываем другим цветом, так как сам цветок у нас будет вот такой темный. Закрываем другим цветом. Вот эту ниточку ведем с собой далее, да, то есть мы сейчас делаем накид, и в следующую петлю мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Под одну петлю 2 столбика. И сейчас формируем цветочек. Смотрите, как мы формируем цветочек. Уберу ненужные. Так, 2 воздушные петли, накид. Я вам следующий цветочек свяжу светлым, покажу. То есть можно даже чередовать цветы, вязать разного цвета. Один может быть темный, второй светлый. 2 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли. Это один наш лепесток. Далее 2 воздушные петли. Сюда же, за этот столбик мы цепляем, да, 2 столбика с одним накидом. Снова 2 воздушные петли. Закрепили соединительной петлей. Так, хвостик спрячем. Далее 2 воздушные петли и переходим на следующий столбик. Вот у нас же здесь 2 столбика, да, делаем накид, и за второй столбик мы так развернули вязание, еще провязываем 2 лепестка. Вот один лепесток, 2 воздушные петли. Сейчас я покажу светлой нитью, чтобы вам было более понятно. Следующий цветочек покажу светлой нитью. Так, и еще за этот столбик мы провязываем 4-й лепесток, 2 воздушные петли, закрепили,
И сюда в вершину мы провяжем еще один 5-й лепесток. В принципе, желаете, можете оставлять вообще 4 лепестка по желанию. Точно так же он провязывается, 2 воздушные петли и закрепляем соединительной петлей. Вот так у нас все должно быть. Далее, смотрите, так как у меня 2 нити, я темную нить вот так вот беру внутрь, а следующей своей основной нитью делаю накид, и под следующую петлю, провязывая темную нить заодно, все, провязываю столбик с одним накидом. Раз столбик, темную нить ведем за собой, 2 столбик, 3, 4, 5, да, обычно мы бы делали вот так вот. 5-й закрывали темной нитью, если все цветочки у нас будут темные, да, и провязывали вот так вот раз, вот так вот 2. И формировали цветочек. То есть расстояние между цветами 5 столбиков с накидом. 5 и 6 это как бы сам цветок. То есть я вам говорила, что 78 столбиков мы просто ровненько разделили. Хорошо делится на 6. Вот 5 наших столбиков, вот 6-й столбик. Он такой двойной, где сам наш цветок. То есть у вас может быть другое число столбиков. Главное, чтобы вы равномерно их поделили. Но здесь я вам покажу. То есть здесь у нас будет светлый цветочек. Поэтому, допустим, так можно. Вообще косметичка у меня будет с такими темными цветами. Но я говорю варианты. Вы же можете делать, чередовать цветочки. Можно вообще сделать однотонную. Цветочки все будут только такого цвета. Так, вот 5 столбиков провязали обычным способом, и 6-й у нас в одну петлю 2 столбика. Смотрите, просто покажу светлым шнурочком, как вяжется цветок. Разворачиваем вязание, 2 воздушные петли, захватываем наш столбик, 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, соединительная петля, 2 воздушные петли, и сюда же еще провязываем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, закрепили. Это был один у нас столбик. Разворачиваем вязание, провязываем 2 воздушные петли, разворачиваем и 2 лепестка вяжем за второй наш столбик. Раз, 2, 2 воздушные петли, раз, 2, раз, 2. Две воздушные петли, соединительная петля, и еще вершину провяжем еще 2 воздушные петли, провяжем еще один столбик, раз, 1 лепесток, раз, 2, 2 воздушные петли, и закрепили соединительной петлей. Видите, можно цветочки делать разных цветов. В серединку цветочка можно вообще потом вставлять бусины. По желанию, это тоже будет очень красиво. Далее мы снова провязываем раз, 2, 3, 4 и 5. Будем делать темный цветочек. То есть под 6-ю косичку мы провязываем 2 столбика с одним накидом уже темного цвета и формируем темный цветок. Это я вам как вариант показала. То есть всего мы вяжем
с этой стороны, с другой стороны. Всего у нас должно быть 13 цветочков. Я все буду вязать одного цвета. Вы же смотрите по желанию, как хотите. Можете чередовать. Довязываем самостоятельно этот ряд. Я далее покажу, что делать. Итак, я провязала, смотрите, весь ряд. Вот у меня получилось. С одной стороны, сколько? 6, 7, 8, 9, 10, 13 цветочков, как я и говорила. Вот прям в последнюю петлю у меня как раз идет цветок. И далее, смотрите, мы будем с вами вязать просто 2 ряда вот такого светло-голубого цвета. Поэтому темный цвет, ну вот сейчас мы снимаем наш маркер. Темный цвет мы введем сюда внутрь. Мы его ввести далее не будем пока. А уже в следующих рядах, когда начнем вязать новые цветы. Смотрите, идем в третью петлю и закрываем этот ряд. Набираем 3 воздушные петли, новый ряд. Так, и просто в этом ряду мы... Так, темный цвет не ведем, мы его просто оставляем. Оставляем вот у нас здесь внутри. Все, он нам пока не нужен. Провязываем 2, 3, 4, 5 и 6. Нам надо 6 столбиков наши, которые были задействованы. Все, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Идем далее за цветочком. Видите, первая петля у нас она будет темная. И снова провязываем 1, 2, 3, 4, 5 и 6 провяжем. Не забывайте, что так как у нас, чтобы вы не потеряли ваши столбики, то есть от цветка до цветка вы в любом случае должны провязать по 6 столбиков с накидом. За следующим цветочком, опять же, первая петля, она у нас всегда будет темная. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот. Все. Таким образом мы провязываем один ряд и второй ряд. Вот просто провязываем столбиками с накидом 2 ряда голубого цвета. И далее снова будем вязать цветы, но уже в шахматном порядке. Поэтому вяжем пока эти 2 рядочка. Итак, смотрите, мы провязали просто 2 ряда столбики с накидами. Вот эту нить мы вообще не трогали. А теперь переходим снова на ряд, где будем вязать цветочки. И вот эту ниточку возьмем, сразу здесь приподнимем. То есть мы идем в третью петлю и заодно приподнимаем ниточку. Вот соединительной петлей соединили. 1, 2, 3 воздушные петли. Следующий у нас столбик с накидом, но закрываем мы его темным цветом, потому что провязав 2, мы эти цветочки будем сейчас провязывать в шахматном порядке. Далее мы провязываем, как обычно, под одну петлю 2 столбика с одним накидом и провязываем цветочек, как я вам уже и показывала. 2 воздушные петли, 2 столбика, 2 воздушные петли, соединительная петля, 2 воздушные. Если вы цветочки вязали разными цветами, то есть где-то чередовали, смотрите, как красиво будет у вас ложиться, то есть тот цветочек первый и вяжите. То есть здесь уже надо смотреть. У меня же все темные цветы, поэтому
И провязываю только темной нитью. Две воздушные петли. Так, 4 лепестка и еще один сверху не забываем. Так, а теперь, опять же, расстояние между цветочками у нас будет так, как и было. То есть мы провязываем просто 5 столбиков с накидом одним цветом, а шестое это у нас уже 2 столбика под одну петлю, где мы формируем цветочек. То есть просто начинали мы здесь уже этот ряд немножко по-другому, чтобы цветочки располагались такие в шахматном порядке. Так, 5. Раз, два, три, четыре, 5. Все, и здесь провязываем 2 столбика под одну петлю и тоже провязываем, формируем цветочек. Как вязать цветочки вы уже знаете. Вот, они теперь располагаются вот так вот в шахматном порядке. Сейчас здесь будет цветочек и так далее. То есть вы уже знаете, как вязать. В конце ряда у нас будет цветочек и останется провязать вот 2 столбика у нас есть. Нам еще 3 надо будет провязать, и мы закончим этот ряд. Следующие 2 ряда мы снова провязываем просто 2 ряда столбиками с накидом. Вот такого голубого цвета, и переходим на ряд точно такой же, как я показывала вам здесь. То есть опять же цветы будут располагаться в шахматном порядке. То есть снова мы провяжем 5 столбиков с накидом, и у нас будет цветочек. И вяжем таким образом на нужную нам высоту. А я уже потом покажу, когда куплю замочек, как пришить к этой нашей косметичке замочек. Ну и по желанию можно, конечно, и бусинами украсить. Так, в принципе, мне вполне достаточно. У меня 3 ряда цветов. Высота получается 11 сантиметров. Вот здесь над последним рядом цветочков у меня 2 ряда столбиков с накидами. Сейчас перейдем на последний ряд. Это такой просто соединительные столбики будем провязывать. Так, вот наша первая петля. Первый столбик, 3 воздушные петли. Заходим под первый, вытянули, вот так вот вытянули, да, заходим под полупетлю следующую, захватываем вот эту нашу вытянутую петлю с изнанки и вот так вот просто провязываем. Все, и теперь под полупетлю мы просто соединительные столбики провязываем, сделаем такой красивый ряд под полупетлю. Это последний ряд я вяжу. Вот смотрите. Все, и далее покажу, как вшить молнию. У меня вот такая молния, я купила 32 сантиметра. В принципе, не нашла меньше. Именно такой цвет нужен был. Но это не вопрос. Мы ее немножко подрежем и сделаем нужного нам размера. То есть лишнее вот это все отрежу. Вот так загнем и просто иголочкой пришьем. Сейчас покажу далее. Итак, обвязали полностью. Да, я уже обрезала свой шнур. Вытягиваем. Вот когда здесь остается у нас, мы сейчас последнюю петлю сформируем. Смотрите, вот здесь я ничего не вязала. То есть мы заходим под нашу первую петельку этого ряда. Все, и формируем последнюю петлю. Хвостики внутри прячем. Все, чтобы здесь тоже у нас появились
ну, чтобы красиво было закрыто. Вот какой получился край. Он за счет этой обвязки уплотнился. Что касается темного шнурочка, я его тоже обрезала, когда закончила последний ряд цветов, и спрятала. Все, теперь будем вшивать замочек. В принципе, если вы вяжете из шнура, вы можете вот распустить свой шнур и пришить молнию именно таким цветом, чтобы не покупать нить. Шнур легко распускается. Я возьму просто похожие нитки, потому что сам шов у меня вот спрячется вот в этих вот косичках, его все равно не будет видно, и ниточек не будет видно. Поэтому обрезаю свой замочек до нужного размера, и сейчас будем шить. Итак, смотрите, я свой замочек подрезала до нужного мне размера, оставила немножко больше, чтобы вот эта часть спускалась, ну, чтобы не прям впритык. Вот, посмотрите. Вот таким вот образом я обрезала. Да, вот здесь начну пришивать, чтобы вот этот хвостик хотя бы немножко спускался в косметичку. Вот. Совсем чуть-чуть. Так, вот эти вот так вот треугольничком сложила и пришила с изнаночной стороны. Да, сейчас начнем вшивать эту молнию в косметичку. Наметила маркерами углы 1, 2. Так, раскрываем наш замочек, и просто у меня даже нить не прям такого цвета, но нить будет у меня скрываться, поэтому здесь ничего, вот прям вот так вот до маркера. И буду прошивать вот как бы за вот этой линией косички у меня будет идти стежок. Итак, смотрите, вшила замочек, вроде получилось аккуратненько. Все, по желанию вы можете еще сделать туда подкладку. Ну, это по желанию. Я не люблю в косметичке подкладку вшивать, поэтому меня устраивает и так. Сейчас скажу размеры. Итак, получается ширина 21 сантиметр. Вот так вот, да. Высота 12 сантиметров. Если была вам полезна, если вам понравился МК по вязанию вот такой косметички, вы же можете сделать по такому же уроку сумочку, клатч, в принципе, шопер, все что угодно, потому что я показала вам принцип вязания, да. Мне кажется, что очень даже хорошо получилось. Если была полезна от вас, пожалуйста, лайки. Всем пока-пока.